что украинская армия не будет никуда наступать в принципе вообще. Они отказываются от наступления. Только глухая оборона. Хотите наступать, пожалуйста. Вокруг Асуанской плотины в первую очередь. Не Каир защищали первым. Не Каир. Первую плотину защищали. Вот так на Востоке бьются за воду, которые стоят бешеные деньги. Их немного, потому что они дорогие. А толку с этого никакого. И в результате, значит, это мое личное мнение. Я считаю, что хуситов просто купили. Привет всем. Вы снова на канале Ширяев и Ширяев. Здесь это я, журналист Евгений Ширяев, мой отец, военный обозреватель Валерий Ширяев. Обсуждаем последние события. Здравствуйте. Я тоже рад вас всех приветствовать на нашем канале на YouTube. Думаю, вполне уместно сейчас попросить наших зрителей поставить нам лайк, подписаться, кто не подписался, оставляйте свои комментарии. Нет сомнений, что ближайшая неделя пройдет под знаком переговоров. И это мы тоже будем обсуждать, это важнейшая тема нашего выпуска. Но пока что поговорим о фронте. За минувшую неделю, по данным Минобороны, российские войска заняли населенные пункты Михайловка, Миролюбовка, Котлеровка, Троицкая, Новоалександровка и Торская в Донецкой области. Наступление развивается практически по всем направлениям, о которых мы говорили перед этим, продвижение российских войск. События развиваются приблизительно так же, как они развивались на предыдущей неделе. То есть наступление, продвижение российских войск идет везде, но наиболее важные события происходили на участке к востоку от Великой Новоселки, где стоит населенный пункт Богатырь. Это серьезный очень такой рубеж обороны. Он простирается между самим Богатырем и через речку к селу севернее. И вообще-то обозреватели ждали, что его российская армия возьмет еще месяц назад. По планам так было. Но только теперь это удалось сделать. Российские войска зашли практически на всю территорию Богатыря. Уже, я думаю, в ближайшее время мы услышим объявление о том, что он был взят. Тут, что интересно... Извини, а Богатырь, он чем вообще значим, этот населенный пункт? Я так понимаю, он крупный. Да, после отступления из Большого очень Кармана в этом районе, это стал населенный пункт, который остановил продвижение российской армии, быстрое продвижение. Он остановил, и на этом месте все стало. И это сделано было за счет того, что командование ВСУ перебросило сюда очень серьезные резервы по-быстрому. В буквальном смысле купировали наступление, заткнули дырку, если так можно выразиться, в буквальном смысле слова. И держались там украинцы до последнего. И пришло время, и, Богатырь занимается российской армией. И второй участок, на котором наступление развивается, уже не неделю, и не 2 недели больше на самом деле. Это к юго-западу от Торецка в направлении Мирнограда. Там просто впечатляющий прорыв за последние 3-4 дня. И до этого, в общем, последовательно, село за селом, то, что мы объявляли в предыдущих наших выпусках, эти названия занимались. А сейчас в буквальном смысле возник не просто карман, а угроза окружения даже в этом месте украинской армии. И те бригады территориальной обороны, которые там противостоят российской армии, видимо, откровенно не справляются. Я не знаю, чем все это закончится, потому что обычно в таких случаях все-таки украинское командование срочно перебрасывает какие-то значимые резервы с других участков. Наверное, еще и теперь это важно, какие команды операторов FPV-дронов туда будут направлены и так далее. Но надо, видимо, ждать, что и в этом месте тоже будут
как я уже говорил, да, просторечно выражаясь, затыкать дыру. Потому что там, если ничего не делать, то просто будут очень серьезные потери и территории, и войск, и всего. Вот. Но эти два вот таких самых важных участка. Но направление Покровска также точно не спеша развивается наступление, ну и по всем остальным направлениям тоже. Так, переговоры все-таки прошли. Они состоялись, правда, не в четверг, а в пятницу. Делегации смогли достичь неких договоренностей, в частности, об обмене военнопленными 1000 на 1000, и о том, что стороны должны представить свое видение прекращения огня. Да. И только тогда... Детали. И только тогда начнутся снова переговоры уже о том, как этого прекращения огня можно добиться. Да, мы тоже ждали, так же, как и вся мировая пресса, и даже на сутки задержали запись. Кстати говоря, свидетельствует о том, что у нас ничего не пишется заранее, все вживую. И так же, как вот в прошлый раз я оговорился, и вместо о ком звонит колокол, назвал название романа «Прощай оружие», это еще раз свидетельствует просто о том, что у нас живая беседа, и человеческие ошибки, к сожалению, были, они будут в дальнейшем, как бы я ни старался их избежать. Возвращаясь к переговорам, здесь главное то, что обсуждать много не приходится. Наоборот, это хорошо. То есть закрытый характер переговоров – это залог того, что на них можно будет все-таки достичь успеха, потому что публичное, провозглашение всех деталей, чувствительных нюансов, которые шли в ходе раунда и так далее, оно почти всегда ведет к полному прекращению из-за реакции общественности и реакции оппозиции, политической оппозиции в любой стране. Вот. Но это вот есть советский анекдот старый о том, что невозможно заниматься сексом на Красной площади, потому что тебя замучают советами. Здесь приблизительно то же самое. Процесс должен быть такой достаточно политически интимный. Вот. Но я думаю, что есть несколько все-таки очевидных совершенно выводов из того, что вот мы наблюдали. Первое – беспрецедентный обмен 1000 на 1000. Это означает, что гуманитарная часть вопроса является частью, которая интересует Украину очень, то есть весьма. И это позволяет россиянам поддерживать интерес Украины к продлению переговоров. То есть гуманитарная часть не исчерпана. Так уж сложилось, там в силу обстоятельств какая-то часть украинских детей из Донецка, из Донбасса оказалась на территории России. Украина придает этому чрезвычайно высокое значение, сделала эту проблему даже частью своей внешней политики. И эта проблема тоже может обсуждаться на этих переговорах. Я знаю журналистов, которые хорошо разбираются вот в тематике и так далее. Это очень непростая вещь. Там должны присутствовать чиновники, которые в силу своего функционала этой проблемой занимаются, погружены в нее глубоко. Там очень много деталей. И, видимо, если украинская сторона захочет, к этому можно вернуться и ввести в делегации вот таких вот чиновников, профессионально погруженных в проблему детей. А есть и еще там несколько таких вот чувствительных моментов. Например, там мы знаем, что российских граждан, которых эвакуировали из Курской области, из Суджи, их же не отпускают в Россию. Они так там на Украине есть, и никто им не позволяет выехать. И этот вопрос тоже. То есть гуманитарная часть – это та часть, которая как якорь держит интерес к продолжению со стороны Украины. Конечно, если такой обмен сейчас состоится, помимо того, что это будет счастье для 2000 семей, куда вернутся мужчины, произойдет и еще одна вещь. У Украины резко сократится обменный фонд. То есть такими темпами пленные для обмена на Украине просто закончатся.
Вот. И в два приема, что называется. Дальше будет только односторонняя выдача пленных со стороны России. Вот. Если украинское правительство в ближайшем будущем разглядит в переговорном процессе выгодный инструмент для пиара, пропаганды, воздействия на мир, для того, чтобы доказать всем свою правоту и неправоту оппонента и так далее, да, они, конечно, будут заинтересованы сохранить переговорный процесс. Можно его заморозить, можно его приостановить, но на будущее сохранить, не уничтожать. Вот это, такое, мне кажется, серьезное обстоятельство, что украинцы, они склонны задумываться вот над такими вещами. Следующий момент. Обрати внимание, как обе стороны сдержанно и аккуратно отбарабанили, да. Что Мединский, что этот самый Умеров, да. Вот согласованные такие, ну не согласованные, но похожие друг на друга заявления о том, что в принципе следующий раунд уже будет, что будет тогда. То есть такой достаточно оптимистичный, я бы сказал, на самом деле, вот, тон этих заявлений. Хотя ожидали все чего-то ужасного, что будет взрыв, срыв, там просто фиаско и так далее. Нет, фиаско не произошло. Мне кажется, в силу тех обстоятельств, о которых я уже сказал. А теперь 30 дней прекращения огня. Не отказалась Россия от прекращения огня, от обсуждения темы на 30 дней. Нет, она перевела в обсуждение детали. То есть произошло то, о чем всегда говорил Зеленский, чего быть не может в принципе. Прекращение огня просто так. А давай остановимся. Без деталей, без проговора, вот, протокола, создания протокола, разведения и так далее, все, не будет ничего. Военные этого не сумеют сделать просто. Значит, надо обсуждать как. Но вот мы с тобой знаем уже, что Зеленский буквально накануне, после встречи с западными лидерами, отверг идею Келлога о создании буферной зоны между войсками. Что по 15 километров каждая армия отходит от линии боевого соприкосновения, получается 30 километров, через которые артиллерийские снаряды перелетают. Зеленский прямо сказал, что это, как он выразился, идея пока не живая. То есть не хочет вводить. Почему? Потому что, мало того, что Херсон войдет в эту зону, но ты представь себе, что украинская армия должна будет оставить и Покровск, и Константиновку. И это очень серьезно. Они, военные украинские, совершенно справедливо должны опасаться. А как же, если русские резко развернутся и быстро там пронесутся эти 40 километров, там высадят десант с брони и так далее, могут захватить. И на самом деле не захватят, потому что существует круглосуточный мониторинг с помощью беспилотников. Ну, подожди, достаточно просто какой-то предлог выбрать для того, чтобы сказать, прекращение огня теперь больше не действует. Да, лучше всего заранее говорить такие подозрения и сказать, что по любому поводу украинская сторона или российская сторона может оповестить наблюдателей и сразу же немедленно продвинуть войска в какую-то там, предположим, точку, за которую они боятся. Вот можно к такому решению прийти, в конце концов, чтобы украинцы не боялись оставлять эти города. Вот. Но ты обрати внимание, сколько нюансов всплывает сразу же, как только мы начинаем задумываться. Поэтому в обсуждении деталей, нюансов, протоколов разведения войск, и даже не разведения, а вообще прекращения огня на линии фронта, обе стороны могут гарантированно, надежно так, знаешь, утонуть на ближайшие месяцы. Там столько деталей. Запросто. Поэтому ждать, прям, что сразу все произойдет, нет. Сейчас они обменяются вариантами. Российская сторона свои варианты, значит, как там действовать будет все. Украинцы своими. А ведь если Зеленский не доверяет Путину, и боится, что Путин вот через эту пустую зону пронесется, захватит там Покровск, предположим, а то и Херсон. Значит, что тогда? Вводить миротворцев тех самых, о которых мы говорили, десятками тысяч, которые просто вот так будут локтями раздвигать противоборствующие стороны. Да ты еще их найти надо среди нейтральных стран. Ведь ввод войск НАТО это для Путина неприемлем, то есть это то, из-за чего, собственно говоря, сражение это разгорелось. Все. Значит, вот и это вопрос.
Короче, вот этот вопрос о том, что началось обсуждение деталей прекращения огня, тоже свидетельствует о том, что, скорее всего, будет не второй, а еще и третий, и четвертый раунд. Это уже зачаток процесса. Это уже создание какого-то аппарата там внутри правительства, который обслуживает это все. Это уже надежда на сохранение этого механизма, который на самом деле может быть выгоден не только России, но и Украине тоже. Вот. Ну, конечно, здесь примешивается роль еще и других стран. Россия и Украина-то не одиноки. Есть Соединенные Штаты. Как говорят сейчас, не на стороне Украины мяч, не на стороне России, а мяч на стороне Трампа. Да, на стороне Трампа мяч находится сейчас. Но, по крайней мере, уже в Конгрессе, сколько мы вот прочли, группа сенаторов, человек 60, по-моему, подготовили совершенно зубодробительный проект санкций против России. Это введение 500% пошлин против всех абсолютно на торговлю с Америкой и использование доллара против всех государств, которые покупают российский газ. То есть Россия отключит газ. Ну и вообще все углеводороды, то есть и нефть и так далее. Да? Если она не согласится на вот это 30-дневное перемирие. Это идея, это еще не воплощенный как бы, проект, но такой проект родился, его поддерживают Зеленский, конечно, всячески, и так далее. То есть и государства Европы. То есть еще существуют дополнительные игроки внешние, которые на этот процесс переговоров тоже влияют, и зачастую очень серьезно могут влиять. Ну, там можно оружие дать, можно не дать там украинцам и так далее. А можно вот ввести такие санкции против России, не знаю, смогут ли они это сделать, это... Я не экономист. Вот. Но тем не менее, отключат газ. Я вот думаю, что самый надежный способ утопить вообще все в говорильне и прекратить, это ввести за стол переговоров европейских союзников. Когда переговорщиков будет больше 3, все, это смерти подобно, это польский сейм 18, 17, 15 веков, все. На этом все закончится. Каждый будет со своим мнением, не велю, и до свидания. Так что все-таки то, что российская сторона, украинская, переговариваются тет-а-тет, без всяких там американских присутствующих делегаций, без европейских, а просто глаза в глаза, это положительный фактор на самом деле, положительный, ну впервые, да. Появилась информация о том, что генерал Салюков снят с должности командующего сухопутными войсками. Он теперь назначен заместителем Сергея Шойгу в Совет Безопасности. Очень многие источники, в том числе и мои, сообщили о том, что на его место генералом сухопутных войск назначил генерал Мордвичев с фронта. Сняли человека с фронта и на такую, скажем, должность поставили высокопоставленную по сравнению с тем, кем он был, но в то же время не имеющую прямого отношения к управлению войсками и так далее. Есть вещи, которые необходимо уточнить. Так исторически получилось у нас в России, ну, по крайней мере, последние там, десятилетия, что есть командующие, которые в своем хозяйстве, вот командующий царь и бог, он его строит, он его полностью за него отвечает, и это его дом и предмет его всяческих, так сказать, забот. Это флот, и командующий флотом вот прям целиком погружен во все. Правда, мы не будем говорить об ответственности, которая наступает, если флот гибнет. Это отдельный разговор, да? Так как у нас недавно случилось. А вот все-таки его полномочия человека, они совпадают с его постоянным, так сказать, вот, действиями, постоянной жизнью армейской. И это ВКС, авиация.
Вот там тоже командующий ВКС, это человек, который вот целиком полностью погружен во все проблемы, отвечает за боевое применение, за все промахи, за гибель самолетов и так далее. Вот все вместе. А вот сухопутные войска нет. В сухопутных войсках командует армией во время боевых действий генеральный штаб. Он находится в Ростове-на-Дону и напрямую действует через командующих группировками войск, у нас их 5, а вместе с, они же являются командующими округов, ну, за исключением генерала Теплицкого, который командует группировкой, а по должности является командующим десантными войсками. Но все равно принцип понятен. А вот командующий сухопутными войсками к этому процессу не имеет отношения. Командующий сухопутными войсками, когда я стал своих знакомых всех спрашивать на фронте, что это, они стали все прямо одновременно говорить одно и то же. Но это человек, который командовал 12 парадами, другие поправляли, или нет, 13 парадами. И так далее. То есть все, что о нем известно, то, что он командует парадами. И вот только что на Красной площади он командовал парадом, а парад принимал новый министр обороны. Вот все. Все, что он... Конечно, я могу сейчас назвать большое количество обязанностей командующего сухопутными войсками и его аппарата. Это и поддержание боеготовности, обучение войск, да, в первую очередь, боевое... Ну, много всего, что связано с подготовкой к использованию войск на фронте. Но это ни в коем случае не использование личных качеств человека в каких-то в планировании операций и так далее. То есть совсем никак. И Мордвичев – это не просто генерал, а это номер один генерал среди всех, которые сейчас среди командующих группировками наработали себе заслуженную известность и, самое главное, очень большой авторитет в войсках. То есть он, ну, все, конечно, журналисты совершенно правомерно называют все операции, которые проводились под его руководством, там, чего он добился и так далее. И в общем и целом именно Мордвичев способствовал тому, что сменилась тактика, вот это разбиение на совсем мельчайшие группы, появились новые средства доставки на линию фронта и так далее. Много-много чего. Есть человек очень трезвый, который по-настоящему понимает современные военные действия, современную вооруженную борьбу, потому что сам в ней непосредственно участвует и, в общем, обладает, судя по всему, недюжинным умом. А есть, как мы знаем, мы многократно об этом говорили, целый пул генералов, которые не участвуют в военных действиях. Но они сосредоточены в органе, который их разрабатывает. Это генеральный штаб. Вот есть такое выражение, наверное, тебе известное. Москва, Третий Рим, а четвертому не бывать. А вот Второй Рим – это кто? Константинополь. Византия. Мы его преемники, и ментально тоже. И есть такие выражения: византийщина, византизм, да, это синоним придворной борьбы, паркетной борьбы, хитрости. Это синоним интриги на самом высоком уровне. Так вот, есть, если об этом помнить, немало действий, которые формально человеку в плюс, а на деле ставят большие вопросы. И немало можно назвать назначений, когда человека вроде бы как повышают, а на самом деле устраняют. И вот этот авторитет Мордвичева и так далее, и это все работает не в его пользу, если мы рассматриваем его как конкурента. Ну, не как конкурента, а как потенциального человека, который потенциально может выйти куда-то на большие должности наверху. Поэтому мои источники очень скептически оценили вот это вот все, мне сказали. Это равносильно тому, что Мордвичева ранило, и он просто выбыл в госпиталь.
Все, больше нет такого командующего со всеми его талантами, опытом и так далее. Все, исчез. Но формально он будет принимать парады. Поэтому двое из источников сразу сказали самое главное. Ну что ж сказать, досадно. Из Мордвичева сделали командующего парадом. Вот так. Я посмотрел по разным патриотическим телеграм-каналам, пишут, что это, возможно, временное назначение, и после этого его назначат уже на реальную должность. Да. И мои собеседники тоже сказали, что в принципе есть два варианта, два варианта развития событий, которые более оптимистично позволяют смотреть на ситуацию, хотя, конечно, они тоже так скептически очень к этому. Первый вариант. Дело в том, что должность начальника сухопутных войск – это генерал армии. То есть Мордвичева вывели на должность, в которой он получит генерала армии. Да, а потом уже с генеральским, генерал-армейскими погонами, да, может занять какую-то более высокую должность. Это первое. Но его просто вывели. Сейчас вот по факту вывели из командования. И второй вариант, что под руководством Мордвичева с помощью других каких-то, так сказать, его сочувствующих, так сказать, там, сухопутная армия, эта должность станет более весомой. Да, ей придадут некую новую роль. Так сказать. Оба варианта мои источники скептически очень оценивают. Но говорят, в принципе, возможно. В принципе, возможно. То есть, если кто-то думает об армейской реформе, о том, что кто-то должен встать во главе, так сказать, преобразования армии, а то, что она назрела уже и гирька до полу дошла, я говорил об этом не раз, не два, не три, вот, то, может быть, через такой вот аппаратный ход, через генерала армии, который он получит в будущем. Но, в принципе, это нехорошая новость для фронтовиков. Последние дни, как ты мне говорил, можно назвать такими первыми успехами международной политики Дональда Трампа. Это хуситы, это примирение Индии и Пакистана. Трамп сразу после инаугурации много чего наобещал. И именно вот во внешней политике. А успехов-то, как мы сейчас видим, нет. Что он сейчас себе вменяет в заслуги? Это то, что он позвонил, и Рубио тоже позвонили там индийским, пакистанским лидерам, объяснили им все, сложная ситуация, так сказать, и они решили замириться. На самом деле, это сами индийцы и сами пакистанцы замирились между собой. Но их подтолкнули американцы. Это я не сомневаюсь в этом, да. Здесь есть роль Трампа, хотя, конечно, никакая она не ведущая. Вот. Как я уже говорил, тут скорее ядерное оружие решил вопрос, чем роль Трампа. И все-таки он важную роль сыграл. И хуситы, он объявил, что хуситы сдались, капитулировали, он так буквально сказал, и больше не будут никого бомбить. Значит, перед этим американцы бомбили бесконечно, так сказать, побережье, где проживают хуситы. Ничего это не дало, и на обсуждениях детальных довольно американских военных, на их совещаниях указывалось о том, что эта кампания бомбардировок влечет за собой серьезный перерасход очень дорогого высокотехнологичного оружия. Это высокоточное оружие. То есть на хуситов потратили очень много ракет, которые стоят бешеные деньги, их немного, потому что они дорогие. А толку с этого никакого. И в результате, значит, это мое личное мнение, я считаю, что хуситов просто купили. Дали им денег, а они сказали, хорошо, не будем бомбить. Вот. Для Востока это абсолютно нормально. Не только для Востока, пиратов можно купить. Пиратов можно купить, но я говорю, конечно, это была целая такая линия поведения. Захватываешь какую-нибудь дорогу,
значит, со всех берешь деньги за проезд и так далее, а потом местные купцы скидываются и говорят: слушай, оставь нас в покое, вот тебе деньги, значит, и бандиты уходят с этой дороги. Значит, разбойники с большой дороги, даже в нашем мультфильме об этом, так сказать, бременские музыканты поются. Я думаю, что вот это произошло, а вовсе не военная победа. Военной победы не было никакой. Хуситы тоже обстреливали без всякого результата, пытались обстреливать иранскими ракетами, противокорабельными, американский флот. Сбиваются эти ракеты, да и ракеты применяли, честно сказать, без особого умения. Это тоже надо, знаешь, знать, как это делать, когда и так далее. Все. Ну, в общем, по большому счету, это, можно, наверное, назвать успехом. Почему нет-то? Корабли-то пошли через Красное море. По крайней мере, через месяца-два мы точно будем знать, что все, Красное море свободно, можно двигаться. Но это немножко другим способом сделано. В принципе, какая разница? Отбомбились по ним, потратили больше денег, чем на взятку дали. Вот. Может быть, взятка была дешевле, чем эти ракеты стоили. Такое вполне могло быть. Да, это два их действительно таких американских, так сказать, успеха. То есть, все-таки это успех американцев, но все-таки успех американцев? Да, конечно. Ну, я имею в виду вещь, которую можно записать в себе в успех, так скажем. Но при этом не окончательное решение индо-пакистанских проблем вот всех. И это скорее временные замерения, связанные вот с этим террористическим актом, который пакистанцы устроили. Эта часть конфликта закончилась. Понятно. Одна из таких важных вещей, краеугольный камень отношений Индии и Пакистана, это их отношения, касающиеся пресной воды. Договор об водах Инда. Не только там Инда, это вообще рек, которые текут из Индии в Пакистан. Да, это договор 1960 года. Очень важный. Для Пакистана вообще архиважный. На Востоке вода – это жизнь. Знаешь, я что думал? Вот как не могут по-хорошему понять вот эти моральные нагрузки памяти, которые на всех давят в связи с потерей десятков миллионов людей во Второй мировой войне, вот на российских граждан, да, на Западе люди, которые там потеряли 100 тысяч человек. Там ходят. Но это надо через это самому пройти. Также и мы не можем, видимо, понять полностью все страсти, все вот эти волнения, которые возникают на Востоке в связи с разделом водных ресурсов. Это надо просто понимать, что такое вода в жарких странах, вот на Востоке и так далее, река, как ее делят. Видел я один раз в Афганистане, как дихкани дрались из-за того, что один там ни ко времени не отвел воду из арыка на свое поле. Прямо китменями, такие мотыги, знаешь, это самое, до смерти, издалека. Но это можно там списать на то, что это крестьяне и так далее, все. На самом деле государство воюет, прямо по-настоящему. И вот то, что сейчас Индия объявляла о том, что закрывает воду и так далее, но это может быть потяжелее, чем удар атомным оружием для Пакистана. И вот буквально на днях Индия уведомила Пакистан, что у нее в планах вообще пересмотреть этот договор 60-го года. С чем это связано? Население растет и в Индии, и в Пакистане одновременно. Еды надо и тем все больше и больше. И каждый стремится себе больше воды оставить. Устроено это так. То есть ты можешь на своей стороне оставить гидроэлектростанции и плотины, водохранилища, которые потом снабжают поля. Потом эта река течет к соседу, но ты должен это водохранилище заполнять так медленно и аккуратно, чтобы не нанести ему ущерб. А одновременно, после того, как водохранилище заполнено, и ты начинаешь его воду расходовать на поля, ты должен следить, чтобы соседу, и сосед тоже за этим следит, досталось не меньше воды, чем он получал, когда водохранилища не было вообще. Понимаешь?
То есть, как бы, да, пожалуйста, пользуйся, все. И тем не менее, вот эту старую квоту, назовем ее так, да, сколько миллионов кубометров воды, а иногда их меряют квадратными километрами, кубическими километрами, должен получить твой сосед. Потому что вот буквально через недельку исполнится 2 года пограничному конфликту между иранскими пограничниками и талибами. Еще при Шахе, в 1973 году при иранском Шахе, был заключен договор между Ираном и Афганистаном. Афганистан тоже был мирным государством, тогда еще не до исламизма было. Об использовании пограничных рек Нимрут и Герерут, которые текут из Афганистана в Иран. Как делить воду? Сколько иранцам, вернее, афганцам остается? Сколько они пропускают в Иран? Каждый использует. Потому что в этом пограничной территории Систан-Белуджистан огромное количество урожая выращивается только благодаря водам этих рек. Только вот перекрой все, там голод. И когда на территории Афганистана обосновались американцы, они своему протеже, афганскому президенту Гани, значит, дали субсидии, то есть деньги и так далее. И на этих реках были модернизированы эти плотины и так далее. То есть американцы же против Ирана. Они дали ключик афганцам, тем, чтобы можно было щелк и перекрыть эти, так сказать, эти стоки. Стоки регулировались и раньше, но эти запорные механизмы, все остальное были модернизированы, усилены. То есть, как бы, американцы имели дальний прицел, а еще и с помощью воды влиять, может быть, на политику Ирана. Потом, когда американцы ушли, пришли талибы. Первым делом, что они сделали, они попытались, так сказать, пересмотреть эти квоты и так далее. Но, по крайней мере, провинциальные власти этой местной провинции, Нимрут, может быть, кабульские талибы даже их и не контролировали по-настоящему, сразу стали в свою сторону отбирать воду. И иранцы первые сделали замечания, а потом в посольство, потом вызвали посла афганского и так далее, начали скандалить, не помогало, и вот пограничный конфликт, война. Он быстро угомонился, и они вроде как пытаются сейчас договориться, до сих пор не могут договориться, до сих пор. Как использовать? Это потенциально место следующей войны уже между Ираном и Афганистаном. Мы можем, даже не можем, а должны обязательно сказать про самую крупную в Африке плотину, которую прямо на границе с Суданом построила Эфиопия. Очень быстро развивающееся динамичное государство, там они с нуля практически растут, поэтому темпы большие. От 11 до 7% ВВП в год растет. Но там действительно уже и промышленность появилась, там открываются какие-то производства. Китайцы в основном туда вкладывают деньги, китайцы. И в 2010 году они начали строительство этой плотины, в 2020 году начался забор водохранилища. Водохранилище забирает больше кубических километров воды, чем за год протекает по Нилу. Вот такое водохранилище, можете себе представить, да? Конечно, взволновались страшно и египтяне, и суданцы, которые недополучать должны, по идее, воду, да? Начали спрашивать, их проигнорировали и не спросили вообще, так сказать, начали строить все равно эту плотину. Сейчас она потихоньку заполняется, но это потенциальный взрывной такой, так сказать, взрывная точка, потому что плотина стоит на одном месте, если с запада мерить, до границы с Суданом 11 километров, а если на север 15-16 километров от плотины. То есть плотину можно обстреливать. Мы же про военные дела, да? Просто дальнобойной артиллерией. Она настолько большая, там не промахнешься. Вообще. Просто дальнобойной артиллерией с территории Судана. Можно, если захотят. Уже и были планы начать войну.
И Судан с Египтом уже переговаривались, как бы экспедицию туда. Все, но потом как-то они не договорились. В Судане началась гражданская война. Свергли очередного там генерала. Все это тлеет. Все это тлеет. И Египет категорически, так сказать, вот против и очень волнуется из-за того, что ему в ближайшие годы будет не хватать воды, когда Эфиопия начнет по-настоящему регулировать сток. Ну, что мы можем здесь сказать? Египту. Вспомните свою историю. В 1954 году египтяне задумались о том, что хорошо бы построить Асуанскую плотину в местечке Асуан, там, чтобы регулировать сток Нила, чтобы защититься от катастрофических наводнений и засухи. Создать огромное водохранилище. Водохранилище, по-моему, 50 километров оно длиной. Там, значит, и регулировать таким образом будет. Ведь все же были против тоже, волновались за то, что будет. Я имею в виду соседи Египта. И Египет прошел через эту историю. Денег взять было неоткуда. А Суэцкий канал, через который сейчас вот как раз хуситы не пускали корабли, он тогда принадлежал 70% Великобритании, 30%, если я не ошибаюсь, Франции. Ну, в общем, Англия владела этим каналом. И Египет национализировал этот канал. И $100 миллионов каждый год за проход судов через Суэцкий канал начали бросать на строительство Асуанской ГЭС. Сразу же предложили свои услуги американцы и англичане. По этому плану 30% этой электростанции новой и всего этого гидроузла должно принадлежать Великобритании и 70% Соединенным Штатам. То есть Египет не должен был владеть Асуанской плотиной. Вообще не должен был. В это время пришел Хрущев. В 1955 году начались переговоры. В 1956 году они успешно закончились. Началась проработка проекта. Англичане с американцами отступились. Строили эту плотину наши ребята, которые строили Куйбышевскую ГЭС. Большой такой научный коллектив. Около 100 тысяч специалистов египетских только подготовили в процессе строительства Асуанской плотины. В 1960 году началось строительство, в 1964 году перекрытие Нила. Потрясающий эффект произошел. Дали очень серьезный толчок сельскому хозяйству, рыбное хозяйство увеличилось и так далее. Все. Самое главное, за эти вот годы, с момента ввода в эксплуатацию Асуанской ГЭС, она спасла Египет от нескольких катастрофических наводнений и от засух. То есть вот так это происходит. Египет, когда воюет сейчас дипломатическим путем с Эфиопией, должен бы вспомнить и свою историю тоже. Как ему за попытку, не за попытку, а за национализацию Суэцкого канала устроили интервенцию, войну, как Израиль, Франция, Англия ввели свои корабли в Суэцкий канал, как разминировали потом американцы совместно с Советским флотом от мин и так далее. И как в конце концов они отступились, и эти деньги они смогли использовать для строительства Асуанской плотины. Потом, в дальнейшем, все планы большой войны с Египтом Израиль строил, исходя из разрушения Асуанской плотины. То есть первое, что он должен был сделать, это снести авиационными ударами Асуанскую плотину, и это водохранилище должно было морем хлынуть на Египет, там снести вообще все. Это удар гораздо тяжелее, чем удар атомного оружия. И последствия сноса Асуанской плотины более тяжелые, чем удар просто... это вряд ли. Да, потому что атомное оружие, оно падает, если два удара. Имеется в виду заражение ядерное. Это все-таки страшнее, это отдельно. Но по экономическим последствиям по экономическим последствиям ликвидация Асуанской плотины, эта катастрофа может быть не меньше, чем ядерный удар. Вот так вот. И поэтому сразу же Советский Союз, по просьбе Насера, начал разрабатывать план создания большого района противовоздушной обороны и ракетные зенитные установки, которые сбили Паулюса в свое время, над Уралом, начали возникать вокруг Асуанской плотины в первую очередь. Не Каир защищали первым, не Каир. Первым плотину защищали. Вот так на Востоке бьются за воду.
вот так на Востоке сражаются, готовы горло перегрызть. Я тебе хотел сказать, что существует расчет Организации Объединенных Наций, что вот если все планы по ирригации Эфиопии осуществить, и она будет с водой, то есть сельское хозяйство Эфиопии, она может производить, одна вот эта только страна, Эфиопия, еды на всю оставшуюся Африку, на 500 миллиарда человек. То есть одна Эфиопия, только воду дай, будет снабжать едой 500 миллиарда человек. Вот такие расчеты существуют в Организации Объединенных Наций. Только дай воду. Дай бог. Да, дай бог. Но я хочу сказать, что мы должны понимать, что же для них за драгоценность-то это. Вот они, водные войны на наших глазах возникают. И мы должны помнить, что первое, что сделала Украина в процессе противостояния с Россией, это перекрыла воду в Крымский канал, который из Днепра течет. Да? Потом Россия начала специальную военную операцию, и этот участок суши был захвачен, Запорожская область, Херсонская область, и вода опять пошла в Крымский канал, и тогда была взорвана вообще плотина даже. И вода ушла из водохранилища, и канал опять опустил. И в Северном Крыму сельского хозяйства больше не будет, пока опять не построят эту плотину. Вот так. Он давал существенный, в общем, как бы такой сельскохозяйственный эффект. Это вот прямо на наших глазах. Но этот эпизод, он и есть эпизод, с Северо-Крымским каналом. Взорвали плотину, спустили Днепр. Только ради сельского хозяйства. 700 тысяч человек в зоне потребления воды этого водохранилища спущенного остались без надежного источника питьевой воды. И я уж не говорю про сельскохозяйственные предприятия, фермеров там, Запорожской и Херсонской областей. Но все равно это эпизод. А вот есть страны в Африке и на Ближнем Востоке, в которых вода – это не эпизод, это прямо жизнь. Вот так. В конце апреля Нью-Йорк Таймс опубликовал материал о том, что Украина разработала некий запасной план, линия дронов, так называемая, на случай полного провала переговоров. Позднее украинские СМИ уже более подробно рассказали, что из себя этот план представляет. Что это? Это серьезное событие в военной сфере. Нельзя о нем не говорить, без сомнения. Вкратце оно было презентовано Министерством обороны Украины еще в феврале. В чем суть? Перед украинским военно-политическим руководством стала серьезная угроза. Американцы уходят, предположим. Вот такая возможность появилась. И, предположим, не будет оружия американского, денег на армию и так далее. Что делать вот в этой ситуации? Да? И тогда вот родилась эта идея, и я ее, и мои источники рассматривают как очень жизнеспособная. Она впервые базируется не на надеждах на чужую помощь, чужое оружие, как вот дадут леопарды, вот дадут самолеты F-16 или еще что-то. А впервые оно базируется на результатах реальных, достигнутых в реальных подразделениях прямо на земле силами, собственно, украинской армии и тем оружием, которое они сами же могут производить. То есть все в руках. И оружие сами производят, и солдаты свои, все. Конечно, речь идет о беспилотниках, в первую очередь. Суть идеи в чем? Что сама линия обороны из-за того, что, да, и еще одновременно к тому, что может исчезнуть Америка как поставщик вооружений, еще все хуже и хуже становится ситуация с комплектацией армии. То есть все меньше и меньше людей на фронте. Предположим, на линии боевого соприкосновения непосредственно людей становится все меньше и меньше. И вот небольшие группы, тщательно замаскированные, очень небольшое количество людей прямо в контакте с российской армией находятся. Они в визуальном контакте находятся, могут помогать друг другу пулеметным огнем, допустим, или даже минометами, но они на приличной дистанции. И они ничего не сдерживают на самом деле, они просто фиксируют контакт. А главное оружие, которое должно все остановить и блокировать, находится в тактической зоне в тылу 5, 10, до 30 километров вглубь тыла. Это
крупные украинские соединения операторов беспилотных устройств, которые находятся в замаскированном тоже виде, так сказать, там разбиты на небольшие группы в тылу, причем иногда в довольно глубоком тылу, которые вперед высылают вот в эту серую зону, так называемую, разведчиков, которые непрерывно кружат над полем боя. Дальше следующая группа разведчиков летит уже на дистанцию там, до 15-20 километров и до 50 километров вглубь российской обороны, вглубь российских тылов. И они фиксируют мгновенно малейшую попытку продвижения каких-то соединений, частей российских, небольших даже совсем групп, вот в этой серой зоне, и по ним мгновенно наносится удар, причем они находятся в координации с командирами, которые командуют и артиллерией, и в том числе и авиацией даже. То есть это комбинированный удар в плотном, непосредственном контакте с разведывательными дронами. Но в российской армии это называется разведывательный ударный комплекс. Значит, суть этой инновации в том, что мы первый раз услышали, вообще первый раз, раньше этого не говорили, что украинская армия не будет никуда наступать в принципе вообще. Они отказываются от наступления. Только глухая оборона. Хотите наступать, пожалуйста. В основе этого лежит такой эффект известный. Подразделения операторов дронов несут минимальные потери. Ну, там буквально несколько человек может погибнуть там, за месяц или там, за неделю. А при этом они поражают очень большое количество солдат противника, российских военных и техники. И вот они в глубине обороны сидят и наносят эти удары, разведывают все и наносят удары. И таким образом они не позволяют российской армии вообще наступать. Вообще вот полностью все попытки наступления блокируются, и выражается это так. Хотите наступать, пожалуйста, а мы наступление не ведем. Но это означает, что украинское руководство полностью отказалось вообще от возврата, какого-либо возврата территории. Их задача теперь истощить российскую армию, чтобы она в эту линию дронов сточилась как об наждак, что вообще бойцов не осталось. То есть потери будут неприемлемы, катастрофические, потому что операторов дронов гибнет 10 человек, а они уничтожают, допустим, там несколько тысяч российских военных. Вот так это все. И техники огромное количество. На самом деле за этим расчетом стоит, конечно, но отчасти некое еще и лукавство, потому что точно такая же пропорция характеризует и группу операторов дронов российских, которые против украинцев воюют. Они точно так же почти не гибнут, а уничтожают большое количество там, украинских военных и техники. Теперь они хотят немножко все повернуть так, чтобы не будет ни военных, ни техники, вообще ничего. Вот замерзшее поле и все в ожидании атаки российских войск. Это по-настоящему продуманная идея с элементами, даже не стратегия, а с элементами целой доктрины военной. Она отталкивается от реально полученных результатов. Они уже этого добились на некоторых небольших участках, а теперь говорят, давайте масштабируем, давайте сделаем много. И вот они сейчас на базе этих батальонов беспилотников разворачивают полки. 5 батальонов, 5 полков. Как быстро они это сделают, как быстро они обучат людей, мы не знаем. Но идея такая. И дальше разбросать их по всей линии фронта, сколько там, 1500 километров. И этот эффект должен воспроизвестись на всей линии фронта. Что выступает против этой идеи? Против этой идеи выступает, во-первых, погода, потому что дроны в плохую погоду не летают. Низкая облачность, дожди и так далее. Все это идеально считается сейчас погода для российских штурмовиков, которые захватывают села. Вот такую погоду лучше всего. Во-вторых, кривизна линии фронта. Линия фронта вот такая вся. И там зачастую можно срезать направление целое и добраться до этих операторов дронов физически, с других направлений, не по фронту. И это реально возможность, вполне такая есть. И, наконец, это
Ну, статистика. Вот я поговорил с людьми, которые вот непосредственно занимаются управлением дронами там, на фронте, да, и один, знающий человек сказал так, что вообще-то говоря, если подразделение, или там соединение целое, очень хорошо подготовлено к борьбе с дронами, то есть там все, тактика налажена, оружие охотничье, и стреляют бойцы очень метко, и так далее, все, и они знают, как маскироваться, и они знают, как проскочить мимо дронов, обмануть наблюдателей и так далее. И вот все вместе, когда складывается, то эффективность дронов, применения их, падает очень резко. Есть участки небольшие, на которых эффективность 2% от всех примененных дронов. То есть из 100 2 долетает до цели. Вот так вот. А на управление этим самым, на кабеле оптическо-волоконном 12%. Так вот. Бывают и такие примеры. Они не характерны, потому что для этого нужна очень тяжелая подготовка бойцов, там, личного состава, и плотная очень работа с войсками. Но это, как выяснилось, возможно. Вот это третья часть. По статистике, не все дроны долетают, они вообще, как правило, 40% бракованные и так далее. Но если их так много, там, сотни тысяч, то, конечно, стоит вопрос, а артиллерия-то вообще зачем? И сейчас многие российские военные задумались об этом. Потому что вот эти вот колесные гаубицы, которые сейчас на параде перед нами прокатили, Мальва и Гиацинт, на 8-колесных таких больших шасси, они точно так же, как французские Цезари, эти Зузанны чешские, да, словацкие там, и все остальные колесные гаубицы длинноствольные, вообще-то вязнут во время дождей и так далее, вот в этом в жирном грунте, черноземе украинском. И они вовсе не так, им еще надо доказывать свою эффективность. То есть, и они довольно тяжеловесны и сложны в эксплуатации. Преимущество снаряда понятно. Он не зависит от погоды, снаряд не зависит от радиоэлектронной борьбы абсолютно. У него низкая по сравнению с дроном точность. Вот. Но сама артиллерийская установка громоздкая, и видна хорошо, и всегда находится в зоне действия беспилотников. Потому что даже вот этот российский снаряд «Краснополь-2», который сейчас считается там самым продвинутым, да, управляемый снаряд, летит, если в хорошем зоне применения, допустим, он там не всю его траекторию брать, а до 2/3, 20 километров, 25 километров летит. Дрон уже больше летит, чем он. Но он стоит 4 миллиона рублей. Это 80 дронов, 80, которые гораздо более точно могут, так сказать, эту цель поразить на той же дистанции и даже еще дальше. И встает вопрос перед артиллеристами, то, чему их учили всю жизнь и так далее, вся жизнь их артиллерия. Не пришел ли и ей конец уже в результате? Потому что о судьбе танков уже задумались давно. Танки-то они все в тылу и стреляют как с закрытых позиций, просто как передвижные самоходные артиллерийские установки. А теперь еще и про артиллерию задумались. То есть дроны серьезно все изменяют. Поэтому эта идея, линия дронов за передовыми частями, которые сзади все подпирает и делает глухую, непроходимую, они называют это kill zone, мертвая зона, значит, где вообще все разрушено, заминировано, и российские войска шагу не могут ступить. И так по всему фронту. Это идеал. Это идеал, которому украинская армия хочет, так сказать, его достигнуть. Достигнет ли, мы не знаем. Но это первый реальный такой ответ военных теоретиков и практиков тоже на самом деле на создавшуюся угрозу ухода американцев. Что делать? План Б. Вот он такой. Потому что другого вооружения Украины нет. У нее нет своего вооружения промышленности нормальной. Да? Значит, соответственно, заменяем это на такую вот линию дронов. Насколько это можно масштабировать, я не знаю. Надо, конечно, понимать, что и российская армия с той стороны также точно выстроит эту линию фронта. Но украинцам это неинтересно, им все равно. Пусть строят, как хотят.
им главное, чтобы в их сторону никто не продвигался. То есть они стоят, и настанет момент, ну, по их представлениям, когда в российской армии просто кончатся солдаты, которые идут в наступление. Все, их больше не будет. Всех гарантированно уничтожают, сами не гибнут при этом. Ну, посмотрим, как это все будет осуществляться. Никогда не бывает так на войне, чтобы, ну, не на любой войне, сколько мы военную историю не берем, чтобы какая-то идея, против нее не выстроилась контр-идея противника. То есть российская армия тоже будет что-то, так сказать, изобретать, делать вот это, но в принципе это вот прям реальное такое военное новшество, которое может как-то изменить ход течения военных действий. Особенно в условиях, если завяжутся вот эти долгосрочные переговоры, если их удастся завязать, на которые вот все надеются, о которых думает тоже и Путин в том числе. То есть как переговорный процесс длинный. Переговорный процесс идет, стороны между собой там бодаются, не соглашаются, а в это время российская армия ничего не может сделать. Бьется как в стену, вот в эту вторую линию дронов. Еще раз говорю, это идеал. Это некий такой, ну, замысел. Я слышал немало возражений и против этой новации, скажем, там, военной доктрины, ну, элементов военной доктрины, и много опасений тоже слышал. Мое личное мнение, что истина где-то посередине, но это продуктивная идея. Она, без сомнения, будет осуществляться. Ну, все на этом у нас. Спасибо большое, что посмотрели. Подпишитесь на этот канал и поставьте лайк этому видео, если вы еще не поставили. Да, еще раз благодарим вас от всей души, всех, кто деятельно нас поддерживает на Бусти. Ну и остается орган оперативного реагирования, как мы его называем, Telegram. Приходите, мы вас ждем. До следующих встреч, до свидания.